Здравствуйте всем! Добро пожаловать на мой официальный канал. Тысячи фанатов и представить не могли, что станут свидетелями самого эмоционального момента в истории выступлений BTS. Прожектор осветил Тэхёна, который стоял словно окаменев, а в его глазах блестели слезы. Атмосфера, наполненная смехом, вдруг сменилась тишиной, и в тот миг слезы покатились по его лицу. «Тэси, садись сюда», — мягко сказал Джин. Он присел, взял стул и осторожно усадил Тэхёна рядом с собой. Никто не ожидал, что такой сильный человек, как Тэхён, заплачет перед тысячами армий. Это было похоже на кадры из фильма. Джин начал петь «I will come to you». Весь стадион погрузился в глубокое молчание. Камера поймала взгляд Тэхёна, устремленный на Джина, взгляд, который говорил больше, чем 1000 слов. Пока голос Джина эхом разносился по арене, Тэхён опустил голову, его плечи дрожали. Он пытался сдержать эмоции, но не смог. Слезы свободно текли по его щекам, выражая всю ту тоску, что он так долго скрывал. Среди сияющих огней Джин протянул руку и положил ладонь ему на плечо. «Такое не придумаешь», — сказал он с мягкой улыбкой. Но за этой улыбкой все понимали — это не шоу, это настоящая любовь, братство и тоска. Зрители начали плакать, а армии по всему миру, смотревшие прямую трансляцию, не могли сдержать эмоций. Кто-то кричал имя Тэхёна, кто-то просто шептал «Держись». Эмоции той ночи невозможно было передать словами. Затем Джин посмотрел в камеру и тихо сказал: «Тэхён плачет, потому что он очень скучает по вам, армии». В тот же миг стадион взорвался криками. Все знали, что BTS — это не просто группа, это большая семья, объединенная любовью к своим фанатам. Когда музыка стихла, Джин взял Тэхёна за руку. «Пойдем поприветствуем своих армий». Осипшим голосом Тэхён прошептал: «Я так рад видеть вас снова, я очень скучал». Эти слова тронули сердца всех. На огромном экране показали лицо Тэхёна, покрасневшие глаза, легкая искренняя улыбка и глубокое дыхание, выдававшее всю честность артиста, искренне любящего своих поклонников. Джин поднялся, посмотрел на публику и громко произнес: «Мы всегда будем возвращаться к вам». Эти простые слова эхом прокатились по миру, задевая миллионы сердец. После песни Джин не сразу покинул сцену. Он посмотрел на Тэхёна, который все еще сидел, и крепко обнял его. Это объятие не просто вытерло слезы, оно вернуло ему силы. «Посмотрите, как он смотрит на Джина», — написал один фанат в соцсетях. Это не просто уважение, это любовь, это тоска, это семья. Через несколько минут хэштег Тэхён Cry with Jin стал мировым трендом номер 1. Многие не знали, что для Тэхёна этот вечер был особенно трудным. Он только что закончил длинный график и почти не отдыхал. Но увидев армию, он словно забыл обо всей усталости. Джин это знал. Именно поэтому он подготовил сюрприз – песню, которая всегда заставляла Тэхёна плакать еще со времен первой репетиции. После концерта Тэхён снова поплакал, на этот раз за кулисами в объятиях Джина. Сотрудники и другие участники стояли в тишине. Растроганные их искренне, многие писали: «Тэхён, ты не один, мы всегда с тобой». Комментарии были полны любви и поддержки. Живое доказательство глубокой связи между армией и своим кумиром. Корейские СМИ выпустили заголовки вроде «Слезы Тэхёна взорвали интернет», а клип побил рекорды просмотров. Эти слезы были не просто эмоциями. Это была чистая любовь артиста к миру и своим фанатам. Когда Джина спросили об этом после концерта, он сказал лишь: «Я хотел, чтобы он понял, плакать — это нормально. Даже звездам нужно время, чтобы снова засиять». Эта фраза стала вирусной в фан-сообществе BTS. Позже, за кулисами, атмосфера была трогательной. Тэхён сидел тихо, опустив голову, в руках еще теплый красный микрофон. Джин подошел к нему, похлопал его по спине, словно говоря: «Ты сделал все, что мог». Вокруг стояли члены команды, молча наблюдая со слезами на глазах. Слышались лишь тихие вздохи и всхлипы тех, кто пытался сдержаться. Тэхён поднял голову, глаза все еще красные. Он слегка улыбнулся и прошептал: «Не знаю, почему плачу». «Джин,
ответил словами, которые запомнили все. «Потому что твое сердце слишком чистое, чтобы не чувствовать столько любви». Эти слова изменили все. Тэхён рассмеялся сквозь слезы. Снаружи армии продолжали скандировать его имя, словно призывая его вернуться на сцену. Джин посмотрел на него и сказал: «Они все еще ждут тебя, мой младший брат». С медленными, но уверенными шагами Тэхён поднялся, на этот раз наполненный любовью, смелостью и благодарностью. Когда он вновь появился перед армией, стадион взорвался аплодисментами. Он помахал рукой, его глаза сияли уже не от грусти, а от переполняющей любви миллионов сердец. Он посмотрел в зал и произнес: «Вы причина, по которой я продолжаю улыбаться». Джин стоял рядом, гордо хлопая его по плечу. Они поклонились вместе, создавая момент, который навсегда останется легендой. Камера запечатлела невероятную картину. Два силуэта под светом прожекторов в окружении фиолетового океана. В соцсетях фанаты писали: «Слезы Тэхёна настоящие. Именно поэтому мы его любим». Все согласились. Этот момент показал истинное лицо BTS. За славой и успехом скрываются живые люди, наполненные чувствами и любовью. Через несколько часов видео стало вирусным на всех платформах. Хэштеги Тэхён Cried и Jin Comforts V заняли первые места в трендах более чем в 70 странах. Даже другие артисты делились постами, восхищаясь их искренностью. Международные СМИ писали: «Слезы Тэхёна на время энкора напомнили миру, что BTS — это не просто группа, а союз душ». И правда, то, что произошло той ночью, было больше, чем концерт. Это была эмоциональная история, которая тронула весь мир. Позже Джин опубликовал сообщение на фан-платформе: «Я знаю, он скучает по вам. Мы все скучаем, но сегодня он выразил все без слов». Эта короткая фраза вновь заставила армию плакать.